И снова здравствуйте, это Джена. И если вы смотрели мои предыдущие видео, то знаете, что в моей малюсенькой коллекции муравьев есть две матки Campanudus sahalinensis. Обе они у меня практически сразу начали нести яйца спустя пару дней после поимки. А это было где-то в конце июня. Но в личинки эти яйца никак не хотели превращаться и начали развиваться только в январе. И то только после того, как я их на пару недель подморозила в декабре. После они уже начали активнее поглощать белок и хоть как-то развиваться. Ну, хоть они и были пойманы в один день, но, как это часто бывает, развивались и развиваются они с разной интенсивностью. Если быть точнее, с колоссальной разницей в развитии. Одна из королев, которую вы на видео видите, она изначально была более активной и даже агрессивной. Много ела и усиленно грызла губку. Это тоже очень хорошо видно на видео. Вторая же, она более пуглива, даже сейчас ест только в тишине и спокойствии. Она такая достаточно скрытная дама. Вот. Я стараюсь ее на видео вообще не снимать, потому что как только я ее хоть немного тревожу, в отличие от первой, она начинает жрать яйца, либо перестает есть, там гасится возле губки. В общем, на видео вы ее, скорее всего, не увидите в ближайшее время. На этом видео я пыталась заснять, как личинка внутри кокона вьет саму оболочку вокруг себя. Невооруженным глазом это было прям хорошо видно. А вот камеру я, к сожалению, на телефоне не смогла передать. Из-за того, что пробирка очень грязная и мутная. И, кстати, я в тот день поймала не только 3 маток, но и 3 клещей. Ползали по мне такие преспокойненько, но впиться не успели, так что все нормально. И вот 13 января у нее уже два кокона, еще появился один. И тут я пыталась ее заселить в чистую пробирку, чтобы хоть как-то немножко поснимать, но ни в какую она не хотела переселяться. Пыталась ватой забаррикадировать вот этот проход, не могла понять, что я от нее хочу, выкидывала туда мусор. Короче, переселяться она не хочет. Вот такая противная. Здесь хотела обратить ваше внимание на разницу в размерах. Вот справа это рабочий жнецов. Такой малюсенький и такая громадная компонотусиха. И вот 26-го уже целых 6. Куча яиц, расплода. Вот, очень много она ест личинок. Видите, она такая очень-очень беспокойная, поэтому сложно ее снимать. Изредка ее вытаскиваю, маленько снимаю и сразу же убираю. Здесь я пыталась вблизи показать, как выглядят... Ой, господи, как страшно. Как выглядят личинки, яйца. Вот, вы можете посмотреть, вот эта личинка жирненькая вблизи. Сложно через мутную пробирку снимать, конечно. Хотя бы вот получилось четко снять яйца. Они такие желтенькие, красивенькие. Там их куча, просто очень много. Вот, обратите внимание. Опять же, мутная пробирка мешает посмотреть. Вот это кокон. Видите, я только начинаю снимать, она сразу их перекладывает куда-то. Вот, не хочет сниматься. И, наконец, февраль. Первый рабочий. Ура! Поздравляйте меня! Очень такое веселое событие.
Я каждый день там заглядывала, ждала, когда же появится первый рабочий. И вот, наконец, первый рабочий объявился. Вот, ну, это было 9, и вот сегодня 12, нет, уже 13 февраля, на сегодняшний день у нее появилось уже 4 новых рабочих. И на этом видео я заканчиваю. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что посмотрели до конца. Значит, вы мой самый-самый лучший подписчик. Вот. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Буду рада с вами пообщаться, как обычно. И всем пока!